Первое движение к новой агрессии. Кремль проверяет 5-ю статью НАТО. На какой стране? Венгрия заявляет о попытке госпереворота, в которой участвовали топ-политики Европы. США вступают в войну. Трамп обратился с предложением к Путину. Детали уже известны. В Барселоне массовый расстрел туристов. Что произошло? Акции всколыхнули страну. Китай с Россией поделили Казахстан. Атом угрожает суверенитету страны. И многое другое. Самые важные и срочные новости, эксклюзивные подробности. Вы смотрите информационный выпуск «Нехта». Оперативно о событиях в России, Беларуси, Украине и мире. Раньше и понятнее других. Все, что нужно знать сегодня. США могут вмешаться в войну. Президент не исключает прямого участия. Дональд Трамп призвал Израиль и Иран заключить соглашение, а также добавил, цитирую, «Я заставил Индию и Пакистан договориться, и этих заставлю». Конец цитаты. Трамп также отметил, что посредником может выступить, угадайте кто, Владимир Путин. Он сегодня позвонил мне по этому поводу, у нас был долгий разговор об этом. Мы говорили об этом больше, чем о его ситуации. Я верю, что это будет решено. Тем временем Израиль нанес удар по зданию Минобороны Ирана в Исфахане. В Тегеране гремят взрывы, люди массово покидают столицу, в сети появляются соответствующие видео. По сообщениям, убиты не менее 14 иранских ядерщиков, включая тех, кто погиб во время взрыва автомобилей. Это мощный удар по ядерной программе Тегерана. Накануне с расстояния около 2300 километров израильские военные атаковали иранский самолет-заправщик прямо в международном аэропорту города Мешхет на востоке страны. Это самая дальняя атака с начала операции, подтвердили в израильской армии. Прямой сигнал: для Тель-Авива нет недосягаемых целей, даже в глубине Ирана. Лидеры стран Большой Семерки собрались в канадских скалистых горах, где стартует саммит. Встреча проходит на фоне эскалации конфликта между Израилем и Ираном и неопределенности, связанной с торговыми угрозами президента США. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер сообщил, что обсуждал с Трампом и Нетаньяху пути деэскалации на Ближнем Востоке. Британия направляет истребители и военные силы на Ближний Восток. Стармер подчеркивает, что региону угрожает серьезная эскалация. У нас действительно давно вызывают обеспокоенность ядерные разработки Ирана. Мы признаем право Израиля на самооборону, но я совершенно ясно заявляю, ситуация должна быть деэскалирована. Существует серьезный риск расширения конфликта как для региона, так и за его пределами. Канада в этом году отказалась от финального совместного коммюнике из-за разногласий между участниками и попыток убедить Трампа отказаться от пошлин. Саммит, скорее всего, пройдет в формате двухсторонних встреч. Французский президент Эммануэль Макрон перед приездом в Канаду сделал символическую остановку в Гренландии. Я напомню, что Трамп очень хотел забрать остров себе. Офис президента Франции напомнил об уважении к уставу ООН. Я приехал сюда, чтобы поднять стоящие перед регионом вызовы, а также подтвердить, Франция и Европейский Союз выражают солидарность в вопросе территориального суверенитета и целостности этого региона. Ожидается, что Владимир Зеленский, президент Украины, также примет участие в саммите и встретится с Трампом. Это будет первая их встреча после напряженных переговоров в Белом доме. В программе саммита обсуждение войны в Украине, торговли и международной безопасности. Казахстан официально определился с подрядчиком для своей первой атомной электростанции. И это российский Росатом. Несмотря на участие в конкурсе таких тяжеловесов, как Франция, Южная Корея и Китай, выбор пал именно на российскую сторону. Объясняют эксперты это так. Во-первых, у Росатома огромный опыт. Компания строит более 20 реакторов по всему миру, в том числе в Турции, Египте, Индии, Китае. У французов и корейцев таких проектов в разы меньше. Во-вторых, между Казахстаном и Россией налажена логистика. Вести оборудование, материалы и кадры из РФ куда легче, чем из Европы или Азии. И, наконец, фактор языка. Без переводчиков, без барьеров строительство якобы пойдет быстрее. Россия и Китай имеют более обширный опыт участия в международных консорциумах, поскольку умеют эффективно совмещать оборудование разных производителей в одном проекте. Россия обладает лучшим опытом строительства АЭС за рубежом с более чем 20 реакторами в Китае, Турции, Бангладеш, Беларуси, Индии, Иране и Египте, включая сложную адаптацию к национальным требованиям и работу с местной промышленностью.
Но есть и минусы, конечно. Росатом и его дочерние компании находятся под американскими санкциями, а значит, возможны проблемы с доступом к финансированию и оборудованию. Впрочем, в Казахстане в этом угрозы не видят, а возможность видят наоборот. Если часть компонентов будет производиться внутри страны, это даст толчок к развитию местной промышленности и экспорта технологий. Что касается тарифа на электроэнергию с будущей АЭС, этот вопрос еще открыт. Его предстоит решить межправительственной комиссией, но в целом выбор Росатома воспринимается экспертами как прагматичный шаг. Быстро, дешево, с минимальным риском бюрократических проволочек. Строительство второй станции, скорее всего, отойдет китайской компании. Скорее всего, это что-то вроде компромисса. Наша команда существует благодаря вам. Поддержите ее, чтобы мы могли продолжать нашу работу. Дроны, баллистические и крылатые ракеты сотнями летят по украинским городам. Но одна цель особенно привлекла внимание – офис Boeing в Киеве, ключевой американской компании, участвующей в оборонных проектах с Украиной. По данным Financial Times, здание, где работали инженеры Boeing, получило серьезное повреждение. Фото, опубликованное ГСЧС Украины, подтверждают масштаб разрушений, и пылающий огонь внутри на них тоже видно. Источники из числа сотрудников, украинских чиновников и главы американской торговой палаты не сомневаются, это был прицельный удар. Официальный комментарий Boeing лаконичен, пострадавших среди сотрудников нет, работа продолжается, но атака прозвучала как сигнал. Кремль больше не ограничивается инфраструктурой и военными объектами. Теперь под ударом символы американского присутствия. Ранее в этом году руководство Boeing встречалось с представителями Минобороны Украины и авиазавода «Антонов», обсуждая совместное производство дронов и боеприпасов. Это делает удар еще более показательной демонстрацией. Украинский МИД назвал атаку плевком в сторону мирных инициатив США. По данным Financial Times, 32% американских компаний в Украине уже потеряли сотрудников в результате российских обстрелов, а почти половина столкнулась с разрушением своих объектов. План фон дер Ляйен-Зеленского разрушит экономику Центральной Европы. Венгрия обещает жесткую битву. Глава МИД страны заявил о существовании так называемого плана фон дер Ляйен-Зеленского, который, по его словам, может нанести удар по экономике всей Европы и особенно странам центральной части континента, естественно, намекая на Венгрию, сказал Петер Сиярто. Он снова раскритиковал санкционную политику ЕС, обвинил Брюссель в намерении заставить венгров заплатить за поддержку Украины. По его утверждению, речь идет о новом пакете ограничений против России и потенциальном запрете на закупку российских энергоносителей. Правительство использует все средства, чтобы сорвать план фон дер Ляйен-Зеленского, который разрушил бы экономику стран Центральной Европы, а в целом стал бы еще одним сокрушительным ударом по экономике Европы. Брюссель поддерживает Украину сильнее, чем когда-либо, и частью этой поддержки является то, что в том числе с венгров хотят взыскать цену за дальнейшую поддержку Украины. Министр отметил, что этот курс угрожает не только венгерской, но и словацкой энергетике. Поблагодарил Братиславу за публичную поддержку позиции Будапешта. В эфире он пообещал жесткую битву и сказал, что Евросоюз грубо нарушает все правила. Новый ночной поезд свяжет Польшу с Хорватией, проходя через 5 стран всего за 200 злотых. Это около $50. Старт маршрута 27 июня. Состав будет курсировать до конца августа, отправляясь из Варшавы в 14 и прибывая в Риеку примерно в 9 утра следующего дня. Маршрут охватывает Польшу, Чехию, Австрию, Словению и Хорватию. Поезд сделает остановки в таких городах, как Опочно, Катовице, Рыбник, Халупки в Польше, затем в Вене, Любляне, Постойне и Апатии, прежде чем прибудет в Риеку, третий по величине город Хорватии, откуда удобно добираться до популярных островов, включая Кирк. Пассажирам обещают комфортную поездку, вагоны с кондиционерами, возможность заказать горячее питание между Варшавой и Веной, а также места в купе с постельным бельем. Несмотря на протяженность маршрута 19 часов, это гораздо удобнее, чем текущие варианты, которые требуют нескольких пересадок. Поезд будет курсировать на юг по вторникам, четвергам, пятницам и субботам, а в обратном направлении по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям. Этот маршрут – часть масштабных изменений в железнодорожном сообщении Европы. В ближайшие годы планируется запустить прямые рейсы из Лондона в Женеву и Франкфурт. Спрос на путешествия по рельсам продолжает расти, и все больше туристов выбирают поезда как альтернативу самолетам.
В центре Барселоны массовый расстрел туристов. Тысячи протестующих потребовали сократить потоки приезжих, которые, по их словам, разрушают город. Демонстрация прошла в воскресенье и сопровождалась яркими символическими акциями. Протестующие обстреливали отели водяными пистолетами, задымляли входы цветным дымом и заклеивали лентами люксовые магазины, включая Луи Виттон и другие известные марки. Акцию организовало объединение «Собрание районов за сокращение туризма». Активисты обвиняют индустрию туризма в резком росте цен на жилье, деградации окружающей среды и вытеснении местных жителей. Туристическая модель Барселоны душит нас. Это полностью устаревшая модель, она больше не работает. Жители Барселоны не хотят большего наплыва туристов, и это становится все более очевидным, и все чаще становится мнением большинства. Потому что нас вытесняют из наших районов, нас вытесняют из наших домов. В результате становится невозможно жить при таких ценах в Барселоне. Протесты прошли не только в Барселоне, но и в других туристических регионах Испании: Ибице, Малаге, Пальме, Сан-Себастьяне и Гранаде. Отдельное спасибо, что смотрите, досматриваете до конца, и спасибо за доверие. Жду ваших развернутых комментариев, лайков и репостов. Это важно для того, чтобы нас с вами становилось больше. Прекрасного вам дня и продуктивного тоже. На этом все. До новых встреч и хороших вам новостей.